Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти все для того, чтобы улучшить вашу жизнь. Есть практики, есть медитации, есть настрои, есть ритуалы, есть расклады, где вы можете получить ответ, если у вас есть вопрос, как это делать. Я уже не один раз говорила. Просто задаете вопрос или выбираете расклад по теме вашего вопроса, или просто пальцем в небо. Открываете какой-то расклад и слушаете его. И вы на сегодняшний день, может быть, сейчас, услышав это, даже не поверите. Но ответ на вопрос «да» будет в этом видео. Вот так работают вселенские законы. Сегодня более аналитический расклад, и тут не событие, тут действительно анализ, чего вы не замечаете в себе. Очень часто люди заблуждаются, не понимая себя тоже. Со стороны иногда люди тоже могут заблуждаться, потому что человек всегда играет роль. Лучше всего, конечно, играть роль себя. Но иногда для того, чтобы что-то получить, что-то изменить, человек пытается играть другую роль. И, соответственно, окружающие не видят истинного лица человека, истинного характера. Ну и зачастую мы сами, именно играя разные роли, и мы не всегда понимаем, какие мы. Вот сегодня я хочу попытаться. Я давно не делала таких раскладов. По-моему, я такой расклад делала только в самом начале канала, а потом уже ушла на другие темы. И, кстати, к этой теме больше не возвращалась. Я все-таки хочу попробовать сегодня этот расклад сделать. Посмотрим, как будут разговаривать с нами карты. Сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь. Иногда одной улыбкой можно изменить ситуацию в корне. Пробуйте. Ну а даже если сильно что-то не изменится, вот ваше внутреннее состояние изменится точно. Вы меня не видите, но мне неудобно переключать камеру с лица на руки, поэтому и видите вы в большинстве своем руки, так как я делаю расклад, но я всегда практически улыбаюсь. Нет, если я говорю на серьезные темы, рассказываю что-то серьезное, нет, я не улыбаюсь, но вот, например, сейчас я, вам улыбаюсь. Ну что, чего вы не замечаете в себе? Первое, что я хочу сказать, вы можете быть уверенным в себе человеком. Вы можете именно достигать. Что вы в себе не замечаете, именно того, что вы можете быть напористы. Напористость – это то, что может быть на сегодняшний день вам кажется, вам не хватает, или вы уже так привыкли вот к рутине, к определенному ходу событий, что вам кажется, что все в порядке по этой карте. Также вы не замечаете в себе того, что вы можете быть уверены или уверенным в себе. Эта карта именно уверенной в себе женщины. Но так как мы задаем сегодня вопрос, что же вы не замечаете в себе, вы и, скорее всего, недооцениваете то, что
вы можете сделать. Недооцениваете из-за того, что не хватает уверенности, то, что вы бесценны. И это, может быть, вам и мешает. Давайте посмотрим, чего же еще вы не замечаете в себе. Ну, я хочу сказать, что вы в себе не замечаете императорских качеств. Опять мы идем дальше, и карты выходят в том же ключе, что у вас есть такие качества, о которых вы действительно даже не подозреваете. Опять я повторюсь, напористость, уверенность, достигаторство. Вот я не знаю, я знаю, что есть такие практики, называются они достигатор. Но это значит, что человек, который достигает цели. У вас есть сила, о которой вы даже не подозреваете. Вы, скорее всего, так как вопрос был, вы не замечаете в себе, вы даже не могли и подумать, насколько вы можете быть сильны, напористы, уверены в себе и насколько в вас есть силы достигатора. Вот как-то так, вот так я это вижу. Ну и чего еще же вы не замечаете в себе? Интересно, будет то же самое, потому что здесь все крутится с увеличением. Здесь вот идет практически то же самое, но с увеличением и с акцентом на том, что я сказала выше. Ну и чего вы в себе не замечаете? Вы не замечаете в себе неуверенности. Вам кажется, что вы уверены в себе, вот у меня такое ощущение, но исходя из ваших действий и исходя из того, что я здесь вижу, у вас присутствует определенный уровень неуверенности в себе, который для вас, потому что это не очень большой уровень, но в то же время вы считаете это нормой. Излишняя осторожность, излишняя медлительность в принятии решения – это все из-за неуверенности. Вот, а совет, который могу дать, это только найдите в себе и уверенность, и напористость, и найдите в себе вот эти сильные нотки. Даже если вы девушка, вы знаете, очень часто для девушек говорят «наша сила в нашей слабости». Но это когда касается отношений. Но когда дело касается достижения чего-то, когда дело касается работы или бизнеса, вот тут надо проявлять и уверенность, и напористость, и достигаторство. Вот как-то так. Ну, в принципе, это все касается и мальчиков тоже. Ну что, будьте напористы, будьте уверены в себе и будьте достигаторами.